I died down. Quite nicely. Приветствую на канале ID90. Применяем наш инженерный подход к эволюции человеческого мышления. Сегодня поговорим о явлении, которое идеально иллюстрирует фразу «когда инженерам нечего делать». Мы разберем феномен Fetch Utility. Консоль Linux принято считать местом для суровых задач, где нет места визуализаторству, но у терминальных инженеров есть своя особая субкультура. Если вы зайдете в любое сообщество любителей кастомизации систем, вроде subreddit Unix Porn, то на каждом втором скриншоте увидите актуальный текстовый логотип дистрибутива и базовые характеристики железа. Это называется Fetch. Все началось с банального желания показать свой дистрибутив на форумах. Но то, что начиналось как шутка, превратилось в серьезную гонку оптимизации кода. В этом и кроется главный парадокс нашего системного лицемерия. Мы с пеной у рта воюем в комментариях за чистоту памяти, душим системные службы, доказываем, что Systemd слишком жирный и собираем кастомные ядра, чтобы система после старта жрала всего 200 мегабайт. Но ровно в ту же секунду, когда мы открываем терминал, вся эта псевдоинженерная гордость летит в помойку. Потому что первое, что у нас срабатывает в автозапуске, это скрипт, который заставляет процессор делать абсолютно мусорную работу. Рисовать цветными буквами логотип дистрибутива и собирать данные, которые мы и так знаем наизусть. За последние 15 лет эта индустрия цифрового самолюбования успела пройти все стадии культа. Разработчики фетчей успели изобрести всевозможные виды костылей, переписать текстовые выводы на ассемблер и словить такое профессиональное выгорание, что проще стало уехать разводить гусей, чем поддерживать парсинг строки с версией ядра. Сегодня мы разберем всю хронологию этой ветви софта с точки зрения архитектуры, костылей и здравого смысла. Посмотрим, как эти утилиты развивались год за годом, почему их авторы сходили с ума и как безобидная шутка превратилась в гонку за микросекунду. Поехали. Screen Fetch. Наша история начинается в 2010 году. Разработчик Брэд Боненкампер под ником Kitty Cat создает утилиту Screen Fetch. Это был самый первый исторический дедушка жанра. Брэд решил автоматизировать сборку ASCII логотипов, но выбрал для этого худший инструмент из возможных – чистый Bash. С точки зрения архитектуры, Screen Fetch – это тихий ужас. Чтобы просто собрать информацию об оперативной памяти или модели процессора, этот скрипт внутри тяжелых циклов бесконечно вызывает внешние системные утилиты – grep, awk, seed и cat. Каждый такой вызов – это полноценное создание нового дочернего процесса в операционной системе через fork и exec. Скрипт буквально спамит систему процессами-однодневками ради одной строчки текста, из-за чего ощутимо задумывается на секунду при каждом запуске. UFetch. Спустя 4 года, когда Overhead Screen Fetch стал невыносимым, проект UFetch попытался исправить эти системные ошибки. Автор применил классический инженерный подход. Если универсальный инструмент получается слишком жирным, разбей его на специализированные микромодули. Вместо одного гигантского скрипта UFetch предложил десятки крошечных, независимых файлов, строго под конкретный дистрибутив. Скрипт под условный Debian весил всего около сотни строк и был написан на чистом, стандартизированном POSIX Shell без Bash. Никакого автоопределения железа на лету. Вы запускали ровно то, что нужно вашей системе. И скрипт работал мгновенно, потому что не пытался думать за пользователя. NeoFetch. В 2015 году на сцену выходит легендарный австралийский разработчик Дилан Арабс и пишет NeoFetch. Эта утилита станет абсолютным лицом Linux кастомизации на следующие 10 лет. Дилан полностью переосмыслил подход к визуалу. Его скрипт научился выводить не просто текстовые логотипы, а настоящие картинки и обои прямо внутрь консоли. Используя хаки графических протоколов вроде V3M или шестиканальные графики Sitzel. Но с точки зрения поддержки кода, NeoFetch зашел в тупик. Он превратился в неуправляемый монолит на 10 тысяч строк чистого баш-кода, забитый тысячами хаков и условий под экзотическое железо. В 2021 году Дилан словил жесткое профессиональное выгорание, удалил свой аккаунт на GitHub, полностью забросил проект и ушел в глушь заниматься сельским хозяйством. Король умер, оставив миллионы пользователей со скриптом,
который без обновлений перестал понимать новое железо и начал сыпать ошибками. WinFetch. В 2016 году эта мода докатывается до Windows-сообщества в виде проекта WinFetch. Инженеры понимали, что тащить за собой тяжелый слой эмуляции Bash ради вывода 5 строк системной информации – это архитектурный бред. Поэтому WinFetch написали на родном для Windows скриптовом языке PowerShell. Вместо парсинга текстовых файлов скрипт общается с операционной системой через системные интерфейсы VMI и SIM. Он запрашивает данные напрямую у ядра Windows, выводя сборку операционной системы, uptime и характеристики процессора. Да, это выглядит как странная попытка превратить Windows PowerShell в уютный Linux-терминал, но с точки зрения интеграции с системой код написан грамотно. pfetch. Самое ироничное, что в том же 2016 году сам создатель NeoFetch понимал, какого монстра он породил. Параллельно с поддержкой своего гиганта Дилан пишет pfetch, утилиту антипод весом всего пару килобайт. Автор выкинул из него всю графику, конфигурационные файлы и тяжелые парсеры. pfetch полагается исключительно на встроенные переменные окружения и прямые системные вызовы, которые гарантированно есть в любом Unix-ядре. Если вам нужно вывести fetch на древнем роутере, промышленном контроллере или внутри сверхлегкого докер-контейнера на базе Alpina Linux, pfetch до сих пор остается эталоном того, как должен выглядеть системный shell скрипт. Ничего лишнего за нулевое время работы. Макчина. В 2020 году наступает эпоха компилируемых языков, и проект Макчина заходит с козырей тренда «перепишем все на раз». Авторы утилиты подошли к вопросу с жестким системным цинизмом. Они заявили, огромные цветные логотипы на пол экрана терминала – это детские игрушки, которые только забивают буфер обмена. Макчина по умолчанию вообще не выводит ASCII Art. Главное здесь чистые метрики. Написанная на асинхронном раз, она под капотом использует библиотеку SUSINFO. Утилита не плодит процессы, а моментально забирает чистую статику из памяти и формирует ее через строгие TOML файлы. Это выбор тех, кто ценит производительность и не переносит визуальный мусор. CPU Fetch и GPU Fetch. В том же 2020 году испанский исследователь архитектур процессов доктор Кампос решает, что фетчам не хватает настоящего инженерного мяса и выпускает CPU Fetch и GPU Fetch. Этим программам абсолютно плевать на ваш дистрибутив и тему иконок. Они написаны на чистом низкоуровневом C. При запуске CPU Fetch не читает файл proc CPU info, он выполняет прямую ассемблерную инструкцию CPU ID, обращается напрямую к регистрам процессора и вытаскивает сырую кремниевую физику, точную топологию ядер, размеры кэша L1, L2 и L3, техпроцесс в нанометра и пиковую производительность в гигафлопсах. Это уже не игрушка для кастомизатора, а реальный инструмент для низкоуровневого анализа железа. FastFetch. В 2021 году сообществу окончательно надоело смотреть на лагающий труп NeoFetch, и Линус Герхаймер создает FastFetch. Это то, чем NeoFetch должен был стать изначально. Проект написан на чистом языке C. Разработчики полностью отказались от интерпретируемых скриптов. FastFetch компилируется в готовый бинарник и общается с операционной системой напрямую через официальные системные C-библиотеки. Он многопоточно собирает данные о дисках, на лету подхватывает спецификации Vulkan и OpenCL и выплевывает всю информацию в терминал за жалкие микросекунды. На сегодняшний день это бескомпромиссный индустриальный стандарт, заменивший старые баш-скрипты. HiFetch. Замыкает нашу хронологию проект 2022 года. HiFetch. И с точки зрения системной инженерии это шаг назад, в сторону абсолютного оверхеда. Разработчики взяли мертвый код NeoFetch и вместо того, чтобы оптимизировать его, завернули его сверху в Python Runtime. Зачем? Исключительно ради того, чтобы реализовать сложные математические алгоритмы плавного градиентного окрашивания ASCII логотипов. С точки зрения производительности это абсурд. Медленный баш-скрипт заставили работать внутри тяжелого интерпретатора Python только ради того, чтобы раскрасить буквы. Никакой полезной нагрузки утилита не несет, но для эстетов из сабреддита она мгновенно стала культовой.
Инженерный вердикт ID90. Вот так, за 15 лет обычное желание выделиться на форумах создало целый поджанр системного софта. Мы прошли путь от медленных скриптов, которые парсили систему костылями, до мощных бинарников на C и Rust, работающих на микросекундах, и ассемблерных команд, заглядывающих внутрь самого процессора. И на самом деле вся эта гонка за микросекундами оптимизации – это потрясающий пример технологического изящества. Терминал принято считать серой, бездушной средой для сухих команд. Но эта история доказывает, что везде нужно видеть красоту. Наше рабочее пространство – это место, где мы проводим тысячи часов, и оно должно быть эстетичным. Стремление сообщества довести до идеала даже такую простую вещь, как вывод системных метрик, это и есть настоящий инженерный дух. Это манифест того, что даже утилитарный софт может быть красивым, а код, который стоит за ним, безупречный. Кастомизируйте свои системы, ищите баланс между скоростью и визуалом, и никогда не отказывайте себе в удовольствии настроить терминал так, чтобы вам хотелось открывать его снова и снова. Пусть ваше железо работает быстро, а код пишется красиво. Если вам понравился этот разбор, подпишитесь и ставьте лайк этому видео. Это был канал ID90. Сохраняйте критическое мышление, не давайте красивой картинке себя обмануть. Развивайте фундаментальные навыки. И до встречи в новых видео.